Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Realistic PES. На самом деле я не планировал записывать подобного рода видео, поскольку и поводов особо-то не было, пока я не добрался до самой игры после ее обновления. Дело в том, что после старта нового сезона я в принципе в онлайн-матчи не заходил по некоторым обстоятельствам и против реальных соперников по сути не играл. Но когда я наконец-таки добрался до своей консоли, сыграл в паре-тройке матчей, там в дивизионах, в онлайн-ивентах, я начал замечать, что что-то не то. То есть геймплей как будто бы не такой, как раньше, но с другой стороны он глобальных изменений прям не претерпел. И как бы то ни было, сегодня хочу обсудить это поподробнее, заодно узнать ваше мнение касаемо всего этого, заметили ли вы что-нибудь такое, и поэтому давайте сегодня это все дело обсудим. Playrock.com вернулся и запустил крупный розыгрыш на 500 тысяч рублей. Первые три победителя получат игровой ноутбук, iPhone Pro Max и PlayStation 5, а с 4 по 10 место получат по 5000 на баланс. Подписывайся на соцсети и получи один билет. Пригласи друга и получи еще 2 билета, а 4 билета ты сможешь получить за покупку любого товара от 500 рублей. Самое время купить то, что давно хотел, и получить билеты для розыгрыша. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом. Теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран. Получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Теперь я получил еще 4 билета. Ждем результаты, которые будут 18 июня, а победители будут объявлены в прямом эфире на YouTube канале Playrock. Скорее переходи по ссылке и участвуй в розыгрыше. Первый странный момент, который я заметил после возвращения в игру, так это то, что все соединения с соперниками после обновления непосредственно стали происходить именно что на 3 палки. Во время прямого эфира мне сообщали, что у некоторых теперь появилось и 2 палки, и 3 палки, но за все то время, что я играл и видел сообщения других игроков, 4 палок либо не было ни у кого, либо они были крайне-крайне редко, то есть после обновления в игре почему-то пропало соединение на 4 палки. 3 палки было и до этого, и до обновления, и в принципе игралось нормально, но сейчас конкретно 3 палки и весь игровой процесс, каждый по большей части матч чувствуется как будто в болоте. Термин так называемого болота тоже не новый для нашего комьюнити, и игроки часто ссылаются на то же самое болото, но если раньше это болото возникало там в одном-двух матчах из 5 из 10, то сейчас, как по мне, болото происходит в каждом матче. Неважно, играете вы в ивенты или в дивизионы, движение игроков и их взаимодействие с мячом очень и очень тяжелое. Это проявляется в том, что игрокам почему-то в лишний раз теперь понадобились дополнительные касания, чтобы сделать пас или ударить по воротам, или когда они принимают мяч, они почему-то его как-то плохо обрабатывают или совершают те же самые лишние касания. И, например, когда возникает неплохой момент у нападающих, на них вырезают достаточно длинную передачу, относительно сильную передачу, они толком не могут ее обработать, мешкаются с мячом и у них перехватывают мяч. Или же защитники, обрабатывая мяч, возятся с ним на месте, и пока они возятся, у них перехватывают этот самый мяч. Хотя вы уже и стик отвели в сторону, готовясь сделать движение в противоположную сторону, чтобы, я не знаю, там уйти от прессинга, а он все еще возится с мячом. И вот подобных моментов, как по мне, стало очень и очень много. Конечно, в такой ситуации виновников может быть несколько, начиная от вашего интернета с вашим провайдером и заканчивая проблемами Konami на серверах. Но вся суть в том, что до этого как таковых проблем не было, по крайней мере я говорю за себя, за своего интернет-провайдера, то есть я играл и никаких проблем не было, но после обновления непосредственно 3 палки с каждым соперником и болото в матчах. Я также это связываю с тем, что как бы новый сезон, привлечение внимания к игре, раздача бесплатных карточек, те же самые премиум паки, возможно, в период чемпионата Европы и Кубка Америки игроков стало чуть-чуть побольше, чем мы привыкли в рамках нашей игры, и поэтому сервера по каким-то причинам могут, ну, например, не справляться, то есть такое я тоже на самом деле допускаю. Но факт остается фактом, все те матчи, что я играл, я чувствовал какое-то болото, тяжесть футболистов, все игроки стали как один медленными. Вот знаете, как будто бы вы играете за таких вот таранных нападающих, которые вот представляют из себя, например, Холланд, Коллер, Жиру и вот все остальные такие ребята. И ладно, если бы один такой игрок был, но нет, теперь так чувствуется именно, что вся команда, все 11 игроков, включая самого вратаря. И еще один странный момент, который я заметил по ходу геймплея, и, по-моему, отмечали это другие игроки тоже, теперь мяч отскакивает как-то рандомно, то есть элемента рандома в геймплее стало чуть побольше, нежели раньше. Это проявляется, опять же, в разных отскоках мяча, там, где ты этого вообще не ожидаешь, это проявляется в некоторых движениях
движениях от футболистов, там, где ты этого тоже не ожидаешь, и там, где этого быть, по сути, не должно. То есть футболисты и мяч как-то странно стали реагировать на происходящее на поле. И получается такая двоякая ситуация, когда по статистике вроде бы ты и владеешь мячом, и вроде бы бьешь по воротам, а по сути у тебя очень много браков в передачах, ты иногда теряешь мяч на ровном месте и очень тяжело обороняться, пока соперник также пытается вот как-то справиться с футболистами, чтобы они там лишний раз не затупили в моменте и успели сделать то или иное движение, отдать передачу или пробить по воротам. И из этого, по сути, складывается весь нынешний геймплей после обновления. В общем-то, факт остается фактом, геймплей действительно ощущается иначе. Ничего глобального не изменили, потому что анимации вроде как остались теми же, футболисты двигаются вроде бы так же, ну, в общем плане. Иногда что-то такое проскакивает индивидуальное, но это лишь по мелочи. Но при всем этом геймплей ощущается намного-намного тяжелее, на поле получается намного и намного меньше, и ошибок стало намного и намного больше. Даже там, где не всегда виноваты именно вы. Почему это происходит, виноваты ли сами Konami или обстоятельства, связанные с ними, нам опять же неизвестно. Ну а как геймплей чувствуете вы, дорогие друзья? Пишите в комментариях под этим роликом, потому что действительно очень интересно узнать ваше мнение. Может быть, я один из немногих, кто столкнулся с таким вот восприятием геймплея после обновления, или же это наблюдается повсеместно, поэтому буду рад узнать. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, чтобы его увидело как можно больше людей. Подписывайтесь на наши соцсети и про этот канал тоже не забывайте. Всем спасибо за просмотр и желаю вам всем удачи с этим непростым геймплеем. До скорых встреч!